Посмотрим схему левая. Пятый ряд. 2 изнаночные, потом провяжем из 3 петель вот этот элемент, я вам покажу. Накид возле реглана. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Это будет у нас первая изнаночная петля, потом вторая изнаночная петля. И вот 3 петли до маркировки. Вот первая, вторая, третья. Третью петлю мы берем и делаем протяжку на 2 петли. Вот таким образом. Первую петлю провяжем лицевой, потом берем накид и опять провяжем лицевая петля. Берем накид до маркировки, потом 2 петли реглана. После маркировки опять берем накид. Петли рукава. До маркировки накид. Петли реглана спинки. Здесь вяжем, как всегда, узор. Первая петля изнаночная, следующая петля лицевая скрешенная. Вяжем за левую стенку 5 изнаночные, лицевая скрешенная, изнаночная. После маркировки накид. Накид до маркировки. Регланные петли, которые мы должны вязать узор, то же самое. Повторяем. После маркировки накид и петли рукава. До маркировки накид, петли реглана. После маркировки накид. И здесь посмотрим на схему. Перед правая. 5-й ряд. Из 3 петель 3-ю петлю делаем протяжку, протянем и наденем на 2 петли. Первая лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. И вот здесь, вот видите, 2 петли на расстоянии. Здесь для образования ростка мы сократим 1 петлю. Вот эти 2 петли провяжем вместе изнаночной петлей. Вот. Будет вторая изнаночная петля и 1 лицевая. С правой стороны тоже сократили 1 петлю. На бумажке отмечаем. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И остальные петли вяжем по рисунку. А накиды внутри рисунка вяжем изнаночной петлей, а накиды возле реглана вяжем изнаночной скрешенной. И мы с вами увидимся, когда дойдем до переда с левой стороны. Вот здесь. Вот, друзья, с изнаночной стороны мы дошли до левой половины переда. И вот здесь опять для образования ростка должны сократить 1 петлю. Мы вместе вяжем эту петлю петлей. Для этого мы переправим петельки и провяжем таким образом. Заходя с левой стороны, провяжем изнаночной петлей. А следующую петлю провяжем изнаночно. Вот с левой стороны тоже сократили 1 петлю. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Вяжем узор, посмотрим на схему. Левая. Теперь мы вяжем 7-й ряд узора. Первую лицевую петлю берем на спицу, не провязывая. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная, накид до маркировки, регланные петли, после маркировки накид и петли рукава,
до маркировки накид и вяжем узор. Изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, после маркировки накид и петли спинки. До маркировки накид. Здесь вяжем узор. После маркировки накид, петли рукава. До маркировки накид, 2 петли реглана. После маркировки накид. И посмотрим схему узора. Правая, 7 ряд. Накид, изнаночная, 3 лицевая, 2 изнаночная. Ну вот здесь мы должны сократить еще одну петлю для образования ростка. Для этого с этой петлей следующую петлю провяжем вместе. Вот это у нас будет лицевая петля, а следующая петля изнаночная петля. С правой стороны сократили еще одну петлю. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Друзья, мы на изнаночной стороне. Первую петлю берете на спицу, не провязывая. И остальные петли, как вязать, и знаете. Вяжете самостоятельно. Дойдете до петли переда. Здесь тоже для образования ростка вот здесь сократите одну петлю и провязываете следующую петлю. Отмечаете на бумажке, поворачиваете работу, и мы с вами увидимся на лицевой стороне. Вот, друзья, мы на лицевой стороне. Вяжем узор на левой стороне переда. Посмотрим схему. Вяжем 9 ряд узора. Первую изнаночную петлю, которую мы берем на спицу, не провязывая. Лицевая скрещенная. Переправим лицевую петлю и вяжем за левую стенку. 2 изнаночные. Из этих 3 петель третью петлю сделаем протяжку. И лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. И вот здесь, друзья, мы уже дошли до края нашего узора. Здесь мы ставим черную маркировку, чтобы отделяем наш край узора по переду. И до маркировки берем накид и лицевые. И после маркировки берем накид, петли рукава. До фиолетовой маркировки накид. И здесь до следующей фиолетовой маркировки здесь вяжем узор. Узор вяжем теперь вот по этой схеме. Начнем узор. Вот мы вяжем вот этот узор. С обеих сторон у нас идет по одной изнаночной петли. И теперь начинаем вот с первого ряда этого раппорта узора. Вот накид, 2 петли вместе, лицевая петля скрещенная, 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая петля скрещенная, накид. Я вам это покажу. Изнаночная, накид и вот 2 петли вместе. Вот эту петлю переправим и изнаночную петлю тоже переправим. Вяжем вместе. Тогда вот это у нас лицевая петля провязывается скрещенной. 3 изнаночные. Изнаночная петля лежит правильно. И лицевая петля тоже лежит правильно, чтобы вязать скрещенная. И вяжем их вместе с наклоном вправо. Накид, изнаночная. После маркировки накид и петли спинки. Друзья, точно такой узор вы вяжете и на этой стороне.
оформляйте регланные линии. И мы с вами увидимся, когда начнем вязать петли переда справа. Вот, друзья, дошли до петли переда справа. Посмотрим схему. 9 ряд. Берем накид, поставим черную маркировку, отделяем наш узор, 2 изнаночные, третью петлю сделаем протяжку, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, скрещенная, и вот здесь должны быть 2 изнаночные петли. Для образования ростка вот эти 2 петли мы провяжем вместе, с этим сокращаем 1 петлю и следующую петлю провяжем тоже изнаночной петлей и отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне первую петлю берем на спицу, не провязывая, и остальные все петли вяжем по рисунку, а возле реглана накида провяжем изнаночной скрещенной. А здесь, которая мы вяжем узор на регланной линии 9 петель между фиолетовыми маркировками, здесь тоже вяжем на изнаночной стороне узор, вот которые брали накид с изнаночной стороны вяжем изнаночной петлей обе накида, изнаночной скрещенной и 3 лицевые с обеих сторон петли лицевыми петлями. Это японский узор. На четных рядах все петли вяжутся наоборот. И вяжете до левой стороны переда. Здесь тоже оформляете росток, сокращаете 1 петлю, провязываете следующую петлю, отмечаете на бумажке, и мы с вами увидимся опять на лицевой стороне. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Вяжем узор перед левая. Теперь вяжем 11 ряд узора. Первую берем на спицу, не провязывая. Вторая изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. И после черной маркировки до голубой маркировки все петли всегда вяжем лицевыми петлями. Вот, дошли до петли переда справа, до черной маркировки. После белой маркировки все петли всегда вяжутся лицевыми петлями. И после черной маркировки у нас начинается узор. Посмотрим схему. Правая. 11 ряд. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 4 изнаночные. Здесь оформляем росток, вяжем 2 петли вместе и этот раз провяжем 2 петли. Вот мы 5 петель закончили, 1 петлю сокращали, 1 петлю провязывали. Теперь мы начинаем 1 петлю сокращаем, 2 петли провязываем. Поворачиваем нашу работу. И на изнаночной стороне, друзья, обратите внимание, вот эту петлю, которую мы сейчас провязывали лицевой скрещенной, и на изнаночной стороне тоже провяжем эту петлю изнаночной скрещенной после 4 петли. А после черной маркировки вот 2 лицевые, потом 3 изнаночные петли, 2 лицевые, и вот эта петля изнаночная следующая вяжется изнаночно скрещенной. На это обратите внимание. Потом здесь оформляете росток, сокращаете 1 петлю и после сокращения провязываете 2 изнаночные петли. Отмечаете на бумажке, и мы с вами увидимся
на лицевой стороне. Вот мы на лицевой стороне. Посмотрим схему узора. Левая. Теперь вяжем 13 ряд. Первую изнаночную петлю берем на спицу, не провязывая. Вторая изнаночная, третья изнаночная, четвертая изнаночная, лицевая скрещенная. Лето переправим петельки и провяжем скрещен лицевой. 2 изнаночные. Третью петлю делаем протяжку и лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. После черной маркировки начнем узор по правой стороне переда. Посмотрим схему. 13 ряд узора. 2 изнаночные. Третью петлю сделаем протяжку. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Лицевая скрещенная. 5 изнаночные. 2, 3. Вот здесь для оформления ростка 2 петли вяжем вместе изнаночной. Это будет 4 изнаночная. И после этого вяжем 2 петли. 5 изнаночная и лицевая. Отмечаем на бумажке. Первую петлю на спице берете, не провязывая. Когда посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Шестую вот изнаночную петлю вяжете изнаночно скрещенной. И остальное все вяжете по рисунку. И здесь между фиолетовыми маркировками лицевая, изнаночная скрещенная, 5 петель. Потом 6-я петля, вот эта изнаночная петля вяжете скрещенной изнаночной и лицевая. И по переду после черной маркировки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель вяжете по рисунку. Здесь накид тоже вяжете изнаночную петлю, а вот эту изнаночную петлю вяжете изнаночной скрещенной. Здесь сокращаете 1 петлю, провяживаете 2 петли и поворачиваете работу. Отмечаете на бумажке, которую сократили 1 петлю с левой стороны. И мы с вами увидимся на лицевой стороне. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. Левая сторона переда. Посмотрим схему. 15 ряд узора.